Мой доклад будет состоять из двух частей. Сразу я коротко расскажу о нашей компании, кто мы, что мы делаем, чем занимаемся. И дальше непосредственно про сами теплотехнические расчеты и что мы предлагаем в этом направлении. Значит, деятельность нашей компании SimMakers — это разработка наукоемкого программного обеспечения для инженерного анализа. То есть это сложные системы для моделирования физических и технологических процессов. Вот в нашей компании создание вот таких программ подразумевает в себе три основные направления. Это создание математических моделей, которые описывают те или иные физические или технологические процессы, распараллеливание этих алгоритмов, которые описывают некую физику, и трехмерная визуализация многомиллионных доменов. То есть это все эти вот направления по отдельности для большинства мировых компаний, которые на чем-то специализируются, являются основным направлением. Мы как бы это все скомпоновали и на основе вот этих вот направлений делаем свое программное обеспечение. И в частности делаем мы такие программы и оказываем услуги по непосредственно компьютерному моделированию. То есть понимаем все эти процессы на физическом уровне, как они происходят, можем очень высокого уровня оказывать консультации и расчеты инженерным делать. О нашей компании. Значит, в нашей компании работают преимущества, ну, кто делает такие программы, да, то есть вроде очень сложные программы, кто их пишет. В основном это победители международных олимпиад по программированию и математике. У нас даже такое есть негласное правило: если человек не участвовал на международных соревнованиях там, по математике или программированию, то в принципе у него шансов нету к нам перейти работать. И в дальнейшем такие ребята, ну, со временем уже становятся кандидатами наук, там, президентскими стипендиатами и так далее. Занимаемся мы уже тем более 10 лет, то есть у нас опыт довольно большой, и за все это время у нас уже более 60 публикаций научных в разных журналах, российских, иностранных, в частности. Одна из последних наших статей — это сугубо математическая статья в американском рецензированном журнале, это Applied Computational Mathematics, то есть серьезное издание, там, мы досконально описываем наши технологии на математическом языке. У нас уже в копилке 5 серьезных сертифицированных программных комплексов. То есть это комплексы для численного моделирования. И вот мы выступали в прошлом году, и вот за этот год, 2013, я вкратце расскажу, чего мы достигли. Я не буду говорить про цифры, там, про деньги, мы там контракты, все. У нас такие более стратегические, да, научные достижения. Мы стали партнерами с NVIDIA, вот коллеги выступали докладом ранее. С ними сотрудничаем, дальше расскажу в каких направлениях. Также у нас за последний год мы начали сотрудничать с такими университетами, институтами, как Сколковский технологический, все знают его. Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе входит в десятку ведущих мировых технических вузов. И самое главное, чем мы в принципе гордимся, это MIT, Массачусетский технологический институт. Я думаю, все знают, что это лидер последние 10 лет по всем техническим дисциплинам, университет в рейтинге на первом месте. В прошлом году мы инициировали процесс вступления в Сколково. Все знают, что такое Сколково, компаний там много, в принципе, ничего такого сверхъестественного, да, там их сотни. Но именно факт, который нас очень радует, это там такой процесс подачи проекта идет, то есть подаешь проект и эксперты оценивают. На самом деле ребята там очень серьезные в экспертной комиссии со всего мира, с ведущих университетов, директора крупных компаний. И вот нашу технологию, в частности технология численного моделирования, которую мы используем в наших программах, вот эти международные скептики эксперты оценили 47 из 48 возможных баллов. То есть это, мне так негласно сказали ребята из Сколково, самый максимальный балл за всю историю Сколково набрали. И наш коллега, доктор Юрий Шприц, получил президентскую премию от Барака Обамы, президента США. Это вообще наивысшая награда для профессионалов в области науки и техники вообще. Это такие факты по науке. И в частности, сотрудничество с NVIDIA. Мы работаем в области параллелизации вычислений, визуализации. Тестируем мы на их оборудовании наши последние математические алгоритмы. В частности, у них выходят видеоадаптеры Tesla, там, последней серии. Последний раз мы тестировали К20, сейчас у них К40 выходит, графическая плата. Значит, в чем фишка такого сотрудничества? То, что оборудование только вышло, но еще нет его в продаже. Мы уже тестируем свою программу, свои алгоритмы на этом последнем оборудовании. На момент выхода в продажу этого аппаратного обеспечения наша программа полностью адаптирована, то есть пользователь, имея нашу программу, может смело работать на самом последнем оборудовании. То есть, в принципе, в больших компаниях такого не бывает, кто производит аналогичный софт, потому что они очень неповоротливые и
переделать для больших компаний, где там тысячи людей работают, софт, программное обеспечение, такие ускорители. Ну и в частности, можете почитать на сайт NVIDIA зайти, там мы о последних наших достижениях на главной странице про нашу программу, в частности, просто ребят там написано NVIDIA.ru сайт. И сами теплотехнические расчеты, чему посвящен доклад. Я думаю, тут аудитория уже подготовленная, знают, для чего их необходимо производить, тепловые расчеты грунтов. Вкратце скажу, тут, значит, при строительстве зданий в условиях вечной мерзлоты всегда есть опасность расцепления грунтов от здания, от фундамента, трубопровода, любого объекта, который на этих грунтах расположен. В соответствии, после расцепления могут быть такие вот катастрофы, как представлены на картинках, то есть трубопроводы, здания брошенные и так далее. То есть, зная температурного распределения в грунтах, мы можем прогнозировать осадки, морозное включение, способность несущих конструкций и так далее. Что наша компания предлагает в этом направлении? У нас разработан программный комплекс нами, называется Frost 3D, для теплотехнических расчетов грунтов. Этот программный комплекс необходим при проектировании таких объектов, как трубопроводы, железные дороги, фундаменты на многолетних мерзлых грунтах, а также при использовании такой технологии, как искусственное замораживание грунтов в строительстве. Очень часто востребовано при строительстве туннелей, дамб и плотин. Программа сертифицирована в России. И далее я покажу, как работать с этой программой. Много объяснять не буду, у нас есть видео на сайте, мы сегодня будем встречаться с компаниями, показывать, как работать с программой. Просто вкратце, примерно, чтобы все знали, как там все считается. 3 таких простых шага. Это первый шаг — создание двухмерной модели сразу. То есть проектировщики могут загрузить подложку, геоплан местности, например, потому что восстановить рельеф поверхности, план размещения неких устройств замораживающих, в частности, здесь вот система термостабилизации грунтов. Это все очень легкими такими инструментами обводится, указываются высоты, по скважинам задается уровни грунтов, какие там в течение находятся. Все в двухмерке рисуется очень быстро, то есть не нужно какие-то сложные модели эти крутить. Потом нашими алгоритмами все это дело восстанавливается в трехмерной плоскости. Человек, визуально проектировщик, может посмотреть, оценить, все ли корректно восстановилось, то есть не допустили нигде ошибки, там, проверить те же вот замораживающие устройства, видите, да, вертикальные, наклонные, сделать какие-то умозаключения, правильно все восстановилось, откатать назад, если нет, и дальше вот, в частности, следующий этап — это дискретизация расчетной области сеткой. Вот чтобы показать, насколько она сильно тут дискретизирована, потому что у нас сетки очень большие, в программе поддерживаются. Вот мы взяли фрагментик и показали, сколько тут элементов. Тут или миллионы, то есть у нас почти все наши расчеты — это миллионы, 2 миллиона, 5, 10 миллионов ячеек. На этом этапе мы задаем все теплофизические свойства грунтов, всех материалов, которые там используются, граничные условия, начальные условия, и запускаем на расчет. Можно моделировать на 2 года, на 10, на 50 лет. То есть, в принципе, использовать технологию от NVIDIA, скорости потрясающие. И здесь, это уже постпроцессор, мы смотрим результаты теплового распределения в грунтах. Вот видно, вот, как работает, насколько эффективно замораживающее устройство. Можно делать сечения любые в программе, под любым углом, в любой интересующей точке, получить значение, там, выделяем точку, получаем в графической зависимости, в табличной, ну, все это. И для проектировщика, наверное, самое главное — это все-таки посмотреть в сечении, что происходит в конкретной плоскости. Это вот, в частности, вот изолиния, тут сделали небольшую анимацию. То есть там даже такой инструмент, что мышкой вводишь и показывает в любой точке изолинию сразу автоматически строить динамически. Легко оценить, например, фронт промерзания в программе. То есть смотрим, где промерзло, нет, и дальше какие-то уже проектные решения оцениваем. И я покажу примеры уже из жизни, непосредственно, да, что мы считали в программе, какие проекты. В частности, вот участок нефтепровода Транснефти, это Восточная Сибирь, Тихий океан, расположен в многолетних мерзлых грунтах, где очень мощные подземные жилистые льды. Необходимо было оценить ореол протаивания, дойдет или нет до этих льдов, то есть растает или не растает, и насколько эффективно использование таких мероприятий, как укладка
трубопровода в траншею и использование теплоизоляции над и под трубопроводом. В частности, область моделирования 25 метров, 25 на 15, 3 миллиона узлов здесь было. И вот по истечению 1 года мы видим температурное распределение, там, продольное сечение, поперечное. Вот это вот уже ореол протаивания, то есть там, где красный, там все растает через год. Вот результаты через 10 лет. То есть если мы посмотрим визуально, вот ореол протаивания через 10 лет, и вот назад мотаю, да, через год, видно, что за 10 лет он увеличился. То есть можно на основании этого прогноза 10, 20, 50 лет смотреть, что аварию прогнозировать на десятки лет вперед. В чем еще особенность программы, то что все делается в трехмерном, задача решается в трехмерной постановке, и есть программы, которые в 2D считают это дело, но если сложное строение грунтов, то вы в 2D его не учтете просто. То есть это уже изначально двухмерные расчеты, они подразумевают погрешность. Здесь можно любое сложное строение грунтов восстановить и так далее. Вот, по-моему, в прошлом году мы показывали этот расчет. Это резервуар с нефтью подогреваемый. Под резервуаром стоит оборудование наших бывших заказчиков. Фундамент строй Аркос, это система GET. Области моделирования уже увеличились, 90 это метров. Там есть очень тонкий теплоизолятор. Это очень сильно влияет на численные расчеты. Кто знает вообще математику, физику таких расчетов. Если очень мелкие элементы присутствуют с резко изменяющимися теплотехническими свойствами, это очень сильно усложняет расчет. В скорости большие проблемы во всех комплексах. Вот результаты моделирования. Мы можем проанализировать, насколько эффективно работают замораживающие устройства, сделать любое сечение. Люди принимают решение, стоит ли увеличивать мощности, да, промораживания или нет. Вот интересный пример. Это уже не термостабилизация, это применение технологий искусственно замораживания грунтов. Вот этот туннель, в Германии строили туннель в очень сложных гидрологических условиях, да, то есть там очень большие фильтрационные потоки, больше метра в день. И чтобы построить этот туннель, прибегли к этой технологии искусственного замораживания, потому что там сверху стояли очень важные исторические объекты, и просто было недопустимо какая-то просадка грунтов во время строительства. Значит, там использовались трубы, 23 охлаждающие трубы, там пару сотен метров, какие-то очень большие. Необходимо было тоже сделать модель, что же произойдет, не что произойдет, а за сколько замерзнет грунт, чтобы начать проходческие работы. В частности, вот в сечении мы видим, очень визуально заметно, вот, грунтовые воды в этом направлении шли, туннель номер 1 замерз, вот этот вот там на месяц позже. То есть на основании расчета через 2 месяца начали бурить первый туннель, пока его пробурили, второй тоже замерз. То есть очень полезная штука. И вот коллега с NVIDIA рассказывал о расчете, очень интересный расчет. Это, значит, на Фукусиме все знают, авария произошла, и до сих пор продолжаются выбросы в грунтовые воды радиоактивных веществ. Через грунтовые воды все это в океан попадает, экология у них там очень важная штука такая. Как остановить, прибегли к такой технике, проморозить стенку вокруг всех этих реакторов, чтобы замерзла и вода никуда грунтовая не шла. Расчет очень такой показательный, потому что размер, да, полкилометра мы уже видим. То есть такие площадки еще ранее просто никто не рассчитывал. Такие расчеты, нет таких программных средств. Мы этот расчет используем, в частности, для тестирования видеокарт NVIDIA, самых последних, потому что, вот видите, тут 17 миллионов ячеек. Все это можно считать на персональном компьютере с видеокартами NVIDIA. Время расчета, вот это вот на 2 года мы прогнозировали, 6 минут. За 6 минут мы просчитали замораживание Фукусимы на 2 года вперед. То есть можно делать просто гигантские площадки, используя нашу программу и последние видеокарты NVIDIA. Вот мы тут увеличили фрагмент, чтобы было видно, да, вот именно степень дискретизирования этой площадки. Там замораживающие трубы сантиметры, размер их сантиметры, площадка полкилометра. То есть получается миллионы, десятки. Мы тестировали на тестовых задачах, делали больше 100 миллионов ячеек. Это были тесты специально написанные. Такие площадки мы считали. Вот результаты расчета. Фронт промерзания снизу. Сверху можно тепловое распределение анализировать. То есть в программе все увеличиваете, приближаете, сечение в любом месте, смотрите, что там происходит.
То есть вот не используя, например, технологию GPU, на сегодняшний день такие вообще размеры просчитывались, насколько я знаю, только на суперкомпьютерах с использованием каких-то специальных написанных тулзов для этих суперкомпьютеров. Ну и то тепловые расчеты никто не считал. Немножко нашей технологии, я здесь повторю немного информацию с нашей прошлогодичной конференции. Мы специально сейчас ничего про математику, про физику не говорим, у нас есть в интернете, на YouTube конференции выложены, сегодня мы будем общаться, на вопросы отвечать. Но вкратце о технологии. В прошлом году мы заявляли первый раз на этой конференции, сравнивали, значит, свои результаты с такими вендорами сильными, как Comsol, Ansys. Ansys это вообще мировой лидер, да? Почему мы с ними сравниваем, чтобы показать преимущества. Ну вот, в прошлом году мы говорили о том, в этой аудитории, что у нас на порядке быстрее считает задачу теплопередачи с лазовым переходом. Задачу Стефана в грунтах. Там мы делали тестовый расчет, потому что расчет большой площадки в этих программах просто вы не сможете посчитать, тут хотя бы тест сделать. Вот такие были результаты по технологии, которая была не распараллелена еще в том году, которая была только под одно ядро написано. У нас были результаты, там, в десятки раз быстрее считали, чем мировые вендоры эту задачу. Я говорю только сейчас про задачу теплопередачи. За последний год у нас с NVIDIA сотрудничество началось, распараллелили мы наши солверы. Когда мы еще создавали их однопоточные, мы знали об этих технологиях, почему у нас такие скорости. Пишешь алгоритмы и знаешь, что ты будешь потом с ними делать через год, через два, можно изначально заложить параллелизацию, продумать все очень досконально, чтобы можно было очень эффективно распараллелить. Вот тут результаты по сравнению с одноядерной версией. Например, распараллелили под Intel процессор, да, то есть четырехъядерный, получили 4-кратное ускорение. Там нету линейного роста, то есть если 1000 ядер поставите, это не означает, что в 1000 раз будет прирост. К примеру, Ansys увеличил, используя GPU, то есть свои технологии с CPU, с процессора центрального на GPU, у них получилось там в 3 раза не ускорили. Это вообще пик, предел ускорения при использовании графических адаптеров. Abaqus тоже там около 2-3 раза увеличивает скорости. Мы ускорили в 46 раз. То есть почему мы считаем за 6 минут площадку в 20 миллионов ячеек? Потому что вот такие ускорения мы считали на последних NVIDIA-ских карточках. То есть вот фактически в 40 раз. И вот здесь вот количество степеней свободы, которые можно использовать, грубо говоря, количество ячеек, которые можно использовать теоретически в моделях. Мы их еще такие большие, огромные не просчитывали по миллиарду ячеек, но в перспективе это все можно считать. 50 миллионов точно уже можно брать, например, если на GPU считать. И в заключение хочу сказать, что вот использование нашей программы Frost 3D очень эффективно при теплотехнических расчетах многолетних между грунтов, зданий, которые там происходят, чтобы делать какие-то правильные решения управленческие и технические. И в принципе, пока что на сегодняшний день, кроме этой программы, нету на рынке других средств. Поэтому рады будем пообщаться сегодня, показать всем желающим программу, чтобы глазами увидели, как это все происходит, запустить расчет на ноутбуке, не каких-нибудь там суперкомпьютерах. Все, спасибо за внимание. Мой доклад закончен. Готов послушать вопросы. Собственно, вопрос по физической модели, которая у вас заложена. То есть, ведь, очевидно, вы учитываете как-то, изменение там свойств грунта там, в процессе там. Да, мы уже в прошлом году сдавали, это учитывается изменение теплофизического свойства грунта, его теплоемкость во время фазового перехода, скачок этот. Я в этой конференции, в этой презентации не было. В прошлом году мы показывали резкое изменение теплофизических свойств, это самая большая вообще проблема. Почему другие комплексы зависают, у них нисходимость невозможно посчитать. Здесь просто работали над этой задачей много лет, и таких проблем у нас нет в программе вообще. И, соответственно, второй вопрос, проводилось какое-то сравнение с экспериментом, результатом? Да, я понял. Смотрите, верификация, это вопрос верификации. Первое, что мы делаем всегда, это верификация с аналитикой. Аналитики по трехмерным расчетам нету таких, по двухмерным нету, есть только одномерная задача. С аналитикой в прошлом году мы показывали, слайда нету сейчас этого, совпадение, не скажу, что прям тютелька в тютельку, но самое близкое из всех программ, которые мы анализировали. То есть мы анализируем и в Ansys, и в Comsol сравнение с аналитикой.
Дальше мы сравниваем, естественно, каких-то задачах, которые можно посчитать в том же ANSYS, мы сравниваем с этими вендорами. Но все-таки у них там все в порядке в плане точности математики, да, спору нету. Сравниваем с ANSYS, сравниваем с Комсом, с другими пакетами. Схождение, все отлично, то есть, ну, по результатам. И вот всех интересуют экспериментальные данные. Начинали мы работу над этой программой, когда сотрудничали с Fundament Argus, это вообще как бы мировой лидер в области термостабилизации, у них свои площадки, на которых эксперименты ставят, ну, очень серьезная база такая экспериментальная. Вот у них очень много мы брали экспериментальных данных, все сравнивали, все устраивает. То есть считаю сейчас уже для своих заказчиков и так далее. Все нормально, то есть нареканий ни у нас, ни у наших заказчиков не было. Вопросы у всех возникают, но мы готовы всегда на них отвечать. То есть тут уже скорее ошибка не расчета будет, скорее ошибка пользователя. Ну, это самая большая проблема в таких программах. То есть, когда человек, ну, у нас было такое, считают, у вас программа не работает, не считает неправильно, все, что такое, смотрим, ну, уже начинаешь анализировать проект. Теплоизоляция, задали свойства сверхпроводника. Теплопровод. Ну, вот такие вот казусы, то есть там пару нулей не дописали, все, ушло куда-то. Ну, поэтому, в принципе, квалификация должна быть высокая человека. Но все программы инженерного анализа подразумевают очень высокую квалификацию инженера. То есть, да, научить можно любого, как работать, но чтобы человек понимал, что происходит на физическом уровне, что он вообще делает, что он задает, что такое граничные условия первого рода, второго рода, третьего рода, ну, человек все осознавал. Фактические данные по ВСТО собирались? Еще раз? Фактические данные по ВСТО, вы сказали, что считали ВСТО, ну это мы потом обсудим, что вы считали по ВСТО. Фактические данные, труба работает полигонально жильные льды. Дело в том, идет что растепление, труба... фактически Я сейчас понял. идет растепление. Вот просадка, величина просадки, та, которая сейчас есть, там устройство определения высоты сейчас поставили, мониторинг идет, и вы сравнивали те значения, которые у вас получились по расчету, ну фактически. Смотрите, трубу проложили 2 года назад, там, вот тут какой-то участок, 2 года, с двухгодичными сравнили, сходится. Первое ВСТО проложили не 2 года назад. Ну, нам давали информацию, говорят, вот с 2011 там, по 2013 мы рассчитали за эти 2 года, что было с трубой. Другое дело, что классическая проблема – это изыскание в России. Их ленятся делают неправильно, высылают данные, там, надо, там, я не могу считать конкретными цифрами, но, грубо говоря, там, каждые 100 метров, да, взять пробники грунта, берут там, каждый километр, куда там уходят. Другие я не знаю. То есть, вот, это основная проблема, человеческий фактор. То есть именно точность программы уже у нас сомнений не вызывает абсолютно. Другое дело, что если на стадии закладывания каких-то исходных данных мы делаем грубейшие ошибки, ну или ошибки, или неверные данные, то почему на программу уже пенять? Да? Хорошо, а оптимизация, вот вы говорите, расставил там, вот я не профессиональный пользователь, расставил там 100 термостабилизаторов, он мне показывает положительный эффект, как оптимизировать количество охлаждающих элементов. Программа позволяет снизить, то есть нужно не 100, а фактически 97 их поставить, и все будет в таких же условиях. Ну, если вопрос идет о решении обратной задачи, мы ее не решаем, потому что вы сами знаете, что из себя представляет такая задача. Другое дело, что вы поставили 100 устройств, видите, что все замерзло, там, не знаю, с 10 градусов, ну, не меньше, чем надо. У нас в программе можно... Методом подбора нужно определить сколько, да, фактически. То есть каждый раз надо будет пересчитать. Я увидел хорошо. Да, но вам не надо каждый раз создавать заново площадку. Вы удаляете ненужные, отключаете их просто, ставите там галочку, он не работает, этот термостабилизатор. Запускаете на расчет, то есть не надо там даже сетку у нас прививать, нашей последней версии. Ну, то есть на это уходит, вы говорите методом проб там, да, но это очень быстро происходит расчет, идет в минуты. Система сама в автоматическом режиме не показывает, что термостабилизатор вот поставь сюда, а вот это сюда. Нет, что эти не нужны. Ну, может, я лишние наставил. Эти можно исключить из расчета, они не критичны в данной ситуации. То есть они не несут дополнительной какой-то эффективности. Мы не подсказываем людям, где ставить термостабилизатор. Есть специалисты, которые определяют и берут на себя эту ответственность. Потому что если мы еще будем брать ответственность о расстановке термостабилизатора, да, мы будем отвечать за все проектирование, грубо говоря. Мы разработчики, мы можем считать, сказать, что вы хотите получить, там, посчитать такую-то задачу, мы ее считаем. Все время вы говорите, что вы считаете. Так может быть лучше они посчитают. Просто вы продадите программу, они посчитают и будут решать, сколько стабилизаторов. Я не отрицал. То есть, ну, я к тому, что мы это сделаем на очень высоком уровне. То есть если к нам обращаются по поводу расчета, то есть сомнений нету.
Если кто-то считает, у нас уже, ну, мы можем сделать экспертизу проекта, кто-то посчитал, им не понравилось, мы экспертизу делаем, помогаем, разбираемся. Ну давайте еще последний вопрос. Можно? Дмитрий, добрый день, Николай Павлович, Томский нефть. У меня вот 4 вопроса. Первый, вы там говорили несколько раз о сертификате, но чего вот мне недостаточно, это его, там, не знаю, скрина, сканы и так далее. У нас есть с Если собой, все отлично. Второе, там было сравнение с западными продуктами. А с отечественными вы делали или нет? Сравнение своего сорта. вы подскажите, какие есть вообще отечественные продукты, мы сравним. Но Термостат, например. термостат — это программа, которую, в принципе, не считают. Вы же сами знаете, что за программа наверняка. Как вы считаете? Ну, я могу потом объяснить, я какой-то не хочу там черный пиар делать, но... Ладно, хорошо. У разработки свои есть. Что-что? У МГУ разработки. Ну, мы общались с МГУ, с кафедрой геогеологии. Ну, просто все эти разработки, они на уровне школьников. Ну, Давайте в следующий раз их пригласим, Хорошо. чтобы они сделали. Хорошо, еще такой вопрос. Вот вы там говорили о заказной разработке, да, то есть вы можете проводить результаты. Права у заказчика остаются, исходные коды, все это отдаете или нет? В смысле, вы имеете в виду о расчетах сейчас речь идет или о чем? Заказная разработка софта. Ну, это вопрос обсуждения. Понятно. То есть, что именно разрабатываем? На основе наших каких-то наработок или мы с нуля разрабатываем? Это очень сильно влияет. Ну все, и последний, то есть Да, это да. продукт коммерческий, да, то есть вы продаете. Да. Все, спасибо. Спасибо. У нас остался до перерыва один доклад. Захаров Дмитрий Сергеевич, нефтегаз.